Приветствую тебя, инженер. Помнишь, как мы перебирали один средних размеров центробежный насос? Так вот, центробежных насосов в машинном отделении подавляющее большинство. Они удобные, они надежные. Центробежные насосы используются также и в качестве осушительных, что подразумевает забор перекачиваемой жидкости с уровня ниже установки насоса. Но тут возникает дилемма. Центробежный насос – это насос динамического типа, а значит, он не может создать вакуум во всасывающем патрубке самостоятельно. Чтобы центробежный насос смог поднять воду с глубины пары метров, необходимо заполнить всасывающий патрубок водой. Как ты, инженер, понимаешь, каждый раз делать это крайне неудобно. Сегодня мы поговорим про еще один маленький аксессуар, что зачастую позабыт и находится в плачевном состоянии, но он делает нашу жизнь значительно проще. Вакуумная приставка. Чаще всего это водокольцевой насос, что очень похож на центробежный, но это не так. Водокольцевой насос относится к насосам объемного типа и является самовсасывающим. Ротор в корпусе расположен эксцентрично. Вода в корпусе откидывается центробежной силой к периферии. Обратите внимание теперь на то, что между лопастями ротора и кольцом воды образовался замкнутый объем. А еще расстояние от оси ротора до кольца воды меняется при вращении ротора. Водяной затвор отдаляется от центра ротора и создает разрежение в замкнутом объеме, как поршень. Нам остается только верно спозиционировать всасывающие и нагнетательные окна. Так он и работает. Есть один серьезный технологический косяк у этого насоса. Без воды он не работает. Поэтому в паре к нему всегда есть такой бачок с запасом воды для создания водяного кольца. Девайс этот нужен исключительно для того, чтобы на стадии запуска основного насоса создать вакуум во всасывающем патрубке насоса. Как только вода коснется крылатки основного насоса, поток уже не сорвется. Неразрывность струи все-таки. Поэтому тут нужен механизм включения и выключения вакуумной приставки. Желательно, чтобы он сам понимал, что пора отстегнуться и позволить основному насосу работать самостоятельно. Простое решение – приводить в движение эту приставку через фрикционную муфту, сопряженную с муфтой основного насоса, а рычаг подключения завязать на давление в нагнетательном патрубке основного насоса. Давайте-ка теперь посмотрим, как это реализовано в металле. Но для начала... Деталек много, выглядит страшно, но на самом деле только в первый раз. Вал к корпусу уплотняется двумя манжетами, причем стоят они лицом к лицу, что бы это ни значило, а между ними стоит сквозной бронзовый разделитель. Напиши ко мне, инженер, в комментариях, для чего это сделано именно так. Вал сидит в своем шариковом подшипнике, что делает этот узел независимым от привода и центровки. Подшипник закрытого типа, обновлять смазку в нем не нужно, просто периодически необходимо ставить новый. Фрикционная полумуфта со своим подшипником имеет довольно свободную посадку на вал, и это не просто так. Так реализован механизм сцепления с полумуфтой основного насоса, что приводится во вращение первичным электродвигателем. Импеллер от проворачивания на валу зафиксирован шпонкой. Она неудобно сидит, нам понадобится стоматологический инструмент для ее установки. Тут кругом все бронзовое или из нержавеющей стали, так что будь аккуратен, инженер. Импеллер. Вот он выглядит совсем не так, как импеллер центробежного насоса. Этот импеллер можно спутать с таковым для вихревого насоса, но образованный спец такой ошибки не допустит. Чтобы импеллер никуда не убежал, его необходимо зафиксировать гаечкой. Для того, чтобы такую гайку, да еще и в таком интересном месте хорошо обтянуть, необходим довольно хитрый ключ. У меня такого нет. Прокладочка у меня, как обычно, из довольно редкого в 2021 году материала, из навигационной карты. Вообще, суперинтендант здорового
обычного человека при заказе крафтовой бумаги для прокладок просто берет и присылает ее. Суперинтендант курильщика говорит crew can do. У меня, как ты догадался, запущенный случай. Всасывающие и нагнетательные камеры имеют отдельную крышку, что упрощает технологию изготовления этих деталей и добавляет в конструкцию еще одну прокладку. С самим водокольцевым насосом все ясно. Теперь разберемся с его обвесом. Гидравлический актуатор. Это очень простое устройство. Гидроцилиндр, в котором установлен поршень, уплотненный резиновым кольцом. Этот актуатор простого действия, поэтому в исходное положение он возвращается пружиной. Исходное положение – это отсутствие давления в нагнетательном патрубке основного насоса. На поршень не оказывается давление воды, возвратная пружина через простую систему рычагов сообщает фрикционную полумуфту водокольцевого насоса с полумуфтой основного насоса. Как только основной насос зацепит воду и в нагнетательном патрубке поднимется давление, поршень продавит пружину и разобщит фрикционную муфту. Все просто. Основные проблемы случаются именно здесь. Водичка задерживается над поршнем и откладывает там соль, что довольно быстро приводит к потере подвижности деталей узла. С актуатором все ясно. Вот это нам зачем? Этот автоматический клапан сообщает всасывающий патрубок водокольцевого насоса со всасывающей полостью основного насоса в самой верхней его точке, чтобы обеспечить максимальную заполняемость корпуса основного насоса. Внутри есть все, чтобы пропускать только воздух для создания вакуума и не пропускать воду, чтобы не пошел на перелив бак с запасом воды. Шариковый поплавок, подпружиненный шпиндель клапана, и этот узел – вторая проблемная точка. Опять вода, опять соль, высыхание резиновой мембраны, и в результате либо он виснет в закрытом положении и вакуум во всасывающей полости основного насоса создать не получится, либо он не закрывается и бачок постоянно идет на перелив. Мембрану, кстати, если нет оригинальной, можно и вырезать собственными лапками, но не любой материал подойдет. Я вырезал из резинового бледера топливного аккумулятора. Там хорошая резина, вот ее стоит оставить на прокладке и мембранке в случае замены. Это и есть вакуумная приставка в классическом понимании этого слова. Тяжелая, усложняющая конструкции основного насоса, много подвижных деталей, агрессивная рабочая среда. На борту 2017 года постройки таких Lego Bionicle для мальчиков 30+ я уже не видел. Там все очень-очень просто. Пневматический эжектор с приводом от General Service Air и 2 электромагнитных клапана, управляемых прессостатом. Но тут тоже есть косяк. Нагнетание эжектора выходит в машину, в поддон насоса, где со временем накапливается соль и ржавчина. Ты, инженер, здорово помог каналу, досмотрев этот ролик до конца. Проделай еще зрительскую рутинку. Лайкосик, комментарий, например, о том, как часто лично ты видел подобный мейнтенанс и как часто делал его сам. Пока.